Мы находимся в Каппадокии, подземный город Газиемир. Написано, что это якобы большой пещерный город, но на самом деле он оказался меньше, чем мы думали. При входе показаны знаменитые вот эти так называемые жернова, которым закатывали входные проемы, но здесь он скорее сделан больше для экспозиции, так как он явно не соответствует размерам прохода. Мы попадаем в центральный двор подземного города, который, конечно, больше похож на постоялый двор. Вот тут за мной ходит уборщик, который прибирается перед туристами. Вот центр подземного города или подземной деревни. Может быть, это был, кстати, караван-сарай, что вполне вероятно. Прямо над нами находится поселок, буквально вот на глубине несколько метров под нами. Но, конечно, в исторической перспективе он так не выглядел. То есть здесь был каменный свод, просто это все дело обвалилось и это расчистили. Вот колодец, одна из цистерн. Ну, написано, что это винный резервуар. Ну, может быть, здесь просто была вода. Здесь вот описаны всякие винные дела. Но в первую очередь мы попадаем в подземный храм. То есть период существования этого подземного города, он был христианским. Тут находится подземный храм, поставлен престол, я не знаю, оригинальный это престол или откуда-то турки притащили, колонна, штукатурка, на которой видны какие-то остатки, возможно, что здесь были фрески, какие-то простенькие. Вот здесь резервуар, в котором, возможно, давили виноград, и он сливался вниз с Таропана. А тут находится якобы тюрьма, хотя на самом деле просто какая-то система ходов с одной камерой. Вот якобы тюрьма, камера, а наверх выходит колодец. Это характерная особенность этого города. Здесь практически везде сделаны колодцы глубиной несколько метров, и они перекрыты на поверхности или заканчиваются каким-то выходом. То есть вверху находится дом или двор дома жилого, из которого можно попасть в подземелье. Мы можем везде наблюдать такие вот колодцы. По сути дела, из каждого дома, из каждого двора в этот подземный город есть свой отдельный колодец или вход. Различные цистерны. Вот здесь раскопан кувшин, который использовался для хранения или вина, или зерна. Ну, таких кувшинов здесь, наверное, было много, просто большая часть была уничтожена или разбита. Вот здесь сделана такая реконструкция, большие кувшины, вмурованные в эту яму, обсыпанные землей. И специальная емкость, куда, судя по всему, мог сливаться и виноград. Там его могли давить, а в эту камеру он сливался. И здесь еще какие-то хозяйственные объемы, помещения. Вот, кстати, вот в этом месте тоже видны эти кувшины. Они здесь повсюду. Пифосы, большие пифосы. Ну, судя по круговой структуре этого комплекса, он принадлежал какой-то одной общине или постоялому двору, или одной деревне, потому что он имеет такой законченный вид, круговой. Это помещение рядом с храмом,
Может быть, тут была трапезная или еще один храм. Ну, там написано, что это гостевая комната. Если брать греческие аналоги, то это может быть арханделик, место приема гостей, паломников. Здесь, скорее всего, было какое-то общее место собрания для приема пищи, обсуждений. И рядом, конечно, должна располагаться кухня. В указателе написано, что это вот классическая византийская кухня. Насколько она классическая, мы не знаем. Вот имеется такая характерная яма, которая могла использоваться. Может быть, здесь печка стояла, не знаю. Связано с приготовлением пищи. А здесь находится один из выходов наверх. Он закрыт. Ну, по этой лестнице можно подняться вверх и выйти наверху в очередном наземном строении. Везде есть свой аварийный выход, который бомбоубежище с множеством аварийных выходов. Но, скорее всего, в случае опасности, я думаю, что люди скрывались в другом месте. Это не похоже на убежище, потому что оно легко доступно. Оно легко доступно. Здесь нету классических жерновов, которые перекрывали проход. То есть, если это место исследовать, то здесь надо искать еще убежище, где люди прятались во время опасности. Это место, где содержалась скотина. Может быть, тут были лошади или другие животные. Конечно, больше похоже на караван-сарай, где принимали гостей, размещали их в комнатах, на поверхности или под землей. Здесь заканчивается он тупиком, но можно перелезть. Попасть на центральную галерею. Тут был проход, а с двух сторон от него располагались вот стойла для животных. Огромная галерея. Что было здесь непонятно, тоже как-то связано с содержанием животных. Верхняя часть обвалилась. Ну, раньше она была, конечно, накрыта каменным сводом. Огромный зал, скорее всего, хозяйственного назначения. Может быть, здесь хранили какие-то зерна, фураж для кормления скотины. И мы опять возвращаемся в стойло. Проходим до другой галереи. Мы еще вот в том углу можем сходить в зал. Еще одна цистерна. Здесь довольно много. Сюда. Да, мы чуть не пропустили еще одно интересное помещение. Цистерна подсвечена, довольно большая. А вот не совсем понятное назначение. Может быть, это было одно из таких скрытых тайников убежищ. Потому что оно находится в таком месте, в нише, которая могла быть заложена или спрятана. Дальше идет узкий низкий ход глаз. И мы попадаем в большое помещение, которое поддерживается двумя колоннами. Здесь, кстати, валяется жорнов. Возможно, им перекрывался этот проход с той стороны. Вот, кстати, сохранились остатки массива, за которыми был этот жорнов. То есть он
вставлялся сюда. Здесь был какой-то массив, колонны, которые обвалились, и мог откатываться или в ту, или в другую сторону. Может быть, это было двухсторонне, откатывать в другую сторону. То есть это вот убежище, про которое я говорил. Но одного убежища явно недостаточно, тут должны быть другие убежища. Наверх ведет лестница, мы туда залезали, и дальше ход заканчивается, поднимается вверх, и он сверху перекрыт каменной плитой. То есть он выходит куда-то на поверхность, в один из домов. То есть все-таки одно убежище мы посмотрели. Вот здесь еще один колодец, кстати, там видно свет. И, судя по всему, там мог быть еще один небольшой ярус. Но этого недостаточно, должно быть более капитальное убежище. Мы как бы это знаем по опыту посещения Каппадокии. Вот. Ну, на этом помещении, наверное, можно завершить осмотр пещерного города. Он оказался не таким большим, но я думаю, что здесь еще есть такие помещения, убежища и другие подземные города, которые просто не исследованы.